Здравствуйте, дорогие мои и любимые подписчики, а также гости моего канала. Всех благодарю за тех, кто пишет мне комментарии. И ваши пожелания, они относятся не только к моим картам, но и также во Вселенную. И обязательно вам все ваше добро вернется, может быть, даже в большей степени, чем вы посылаете во Вселенную. А сегодня я решила сделать расклад немножко такой, ну, как бы не как обычно я делаю, экспромтом таким определенным. Но я думаю, вам тоже будет интересно. Мы у карт спросим просто, что они нам сегодня показывают, потому что вопрос такой зададим: события по судьбе. И вот будет как бы 3 карты, которые мы будем с вами рассматривать. Вы можете выбрать просто какую-то из этих 3 карт и смотреть то, что вам будет интересно, да? Ну, по данной карте, по данному варианту. Либо вы можете смотреть полностью. И я хочу спросить у карт, какие события по судьбе, которая есть у вас, или, может быть, на которые нужно обратить вам внимание, и что они хотят сказать, к чему это событие приведут. Ведь мы всегда смотрим прошлое, настоящее и будущее. Наше будущее зависит от того, какие действия мы предпринимаем в нашем прошлом и настоящем. От этого зависит, по какому пути мы с вами идем. Итак, какие моменты будут раскрыты в этом раскладе? Первый, второй и третий. Вот такие 3 момента. Но к чему это все приведет, я возьму еще один вариант, который мы посмотрим потом, позже. Итак, начнем с первого момента. Я буду рассматривать это все на колодах сегодня. Вот этой вот и Таро тоже. Они мне сегодня понадобятся. Итак, первая карта. Она говорит о каких-то известиях. И мы давайте будем рассматривать, что это за известия, каким образом они на вашу судьбу влияют. Да? Что, карты, вы хотите рассказать по поводу этого известия или письма? Какую окраску несет? Тяжелую, да, это известие, которое может быть связано с какими-то уроками, которые вы проходили, может быть связанные с детьми, может быть связанные с какими-то казенными делами, да, то есть хлопоты, которые у вас возникли в результате каких-то бумаг или в результате каких-то известий. Тут также может говориться о каких-то процессах, да, которые вам, может быть, вот в вашей судьбе сейчас где-то проходят, и они вам, ну, не доставляют, может быть, какой-то радости, да. Хотя, судя по вот этой энергетике, это все, что вас беспокоило, оно, скорее всего, сменится на более позитивную энергетику. Сейчас я возьму и посмотрю. Тут было затронуто ваше сердце, ваша душа. И да, может быть, это известие принесло вам какие-то тяжести, но окраска вот этого креста сейчас будет меняться на положительную. То есть, может быть, вот этот крест, вот это известие принесло вам какие-то переживания и задели ваше сердце, но в любом случае
все это приведет к тому, что это не причинит вам серьезных каких-то проблем в вашей жизни. И верьте в то, что будет лучше. Вот карты это хотят сказать. Давайте еще посмотрим более, может быть, еще что-то по поводу этого письма карты нам расскажут. У некоторых это вот опять, видите, может быть связано с мужчиной или с каким-то начальником, с которым произошло отдаление. Может быть, письмо написал вам какой-то мужчина также, рассказал вам о чем-то и отдалился от вас. И эта атмосфера куда будет меняться, в какую сторону, будет меняться в лучшую сторону, несмотря на то, что здесь были какие-то отдаления, проблемы, может быть, с мужчиной, да, связаны, или известие вы получили какое-то по поводу мужчины. А здесь будет меняться ситуация в лучшую сторону, и отношения с этим человеком, скорее всего, продолжатся. Здесь карта кольца в хорошей энергетике, карта отношений, устойчивых связей, да? Поэтому здесь продолжатся отношения. Это может быть связано и с начальником, это может быть связано и с каким-то вашим медведем. Давайте дальше посмотрим. Переживание где-то у некоторых также может быть связано с каким-то известием в любви, в потере любви, да, в каких-то сомнениях и, может быть, даже негативе каком-то, да, то есть письмо пришло негативного содержания. Я говорю варианты, которые мне вот идут по картам, исходя из этого известия, исходя из этого письма. И к чему это все идет, да, ведет? Тоже это все будет решаться. Смотрите, как бы, несмотря на то, что на вас, на вашу вашей судьбе произошли какие-то негативные моменты, все это будет решаться. Потери, которые были у вас, они будут уходить. Будет какой-то ключевой разговор, касающийся отношений, касающийся каких-то дел, да, может быть, бумажных. И все это будет решаться. Видите, как вас судьба, она как бы вам давала определенные уроки. И все это из-за какого-то известия или письма. Я хочу посмотреть на этой колоде. На этой колоде. Что она нам расскажет по поводу тех уроков, которые вы проходили, вот связанные с этим известием. Здесь карты говорят о том, что, возможно, вы долгое время находились в состоянии, когда вас все устраивало и ничего в жизни вашей не менялось. И вот это вот как бы что-то, оно просто вам дало какой-то толчок для того, чтобы вы, как это сказать, пошли к чему-то новому, да, может быть, изменили что-то в своей жизни, может быть, застой. Тут даже очень хорошие карты выходят, они говорят о том, что вы будете победителем. Вы должны идти к победе, у вас все получится. Вот чтобы у вас какие проблемы в вашей судьбе сейчас не возникали, связанные с какими-то бумагами, карты говорят о том, что все закончится благополучно. Вы исцелитесь, вы успокоитесь, вас ждет победа. Вам будет дан какой-то шанс для того, чтобы вы трансформировались и, возможно, изменили свою жизнь в лучшую сторону. И тут дается также шанс для творчества, для новой любви, для того, чтобы вы опять смогли возродиться в плане чувств. Да, где-то здесь, может быть, были потеряны чувства, но я уже говорила об этом. И здесь замечательные карты вышли, и они показывают, что будет возрождение, будет исцеление вашего сердца.
Давайте посмотрим следующую карту, которая нам тоже расскажет по поводу ваших событий в вашей жизни, вашей судьбе, и что она расскажет. Здесь карта говорит об одиночестве, о потерях. Вы что-то потеряли в вашей жизни, что-то, может быть, вас бросили, да, может быть. Но я сейчас и также о финансовых делах вот эта карта говорит. И я хочу спросить у карт, пояснить, к чему это, к какой сфере жизни относится. Так, ну вот гадалка хотела бы сказать о том, что вы потеряли защиту. Вы где-то в вашей судьбе сейчас потеряли чувство защищенности. То, что вы такой сильный человек, да, опору где-то под ногами потеряли, препятствия, которые, возможно, вы считаете непреодолимые в вашей жизни, сейчас наступили, да. Ну и давайте посмотрим, так ли это. И позитивная энергетика в будущем обязательно войдет в вашу жизнь. Вас ждет какая-то информация, какая-то приятная весть. Она может быть связана с финансами, то есть с получением денег, или же что-то для вас откроется. Может быть, откроются новые двери для вас, да, и вы не будете уже ощущать себя вот таким брошенным и несчастным человеком. Давайте дальше посмотрим. Здесь также идет информация по поводу, может быть, вашей любви негативного характера. Это прошлое, это то, что повлияло на вашу жизнь, на то, что вы себя ощущаете вот в таком состоянии. И также это вот может продолжение быть, расшифровка этого письма, да, этого известия. Тоже переплетаются эти карты. Они могут говорить о том, что вы где-то были раньше, может быть, такой радостный, веселый, но информация негативного содержания перечеркнула ваше вот это состояние, и вы уже не чувствуете себя некрасивой, да. Вот вы пишите в комментариях, как вы себя чувствуете, резонируют ли вот эти карты и вот мой вот этот расклад с вашим сегодняшним состоянием, да. Мне это будет интересно. Мне интересно будет, нравятся ли вам такие в таком ракурсе расклады. Я хочу поближе с вами познакомиться, с моими зрителями, да, для того, чтобы, ну, я понимаю, что вы также любите, как я, эзотерику, и для того, чтобы нам с вами все лучше сотрудничать, да, нужно как бы ближе познакомиться. Конечно, я буду делать еще прямые эфиры, где я буду раскладывать и отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Сейчас у меня просто вот немножко, вы сами знаете, да, были определенные моменты, и я, в принципе, уже в ближайшее время, скорее всего, буду проводить эти прямые эфиры, и, конечно же, жду вас всех на этих эфирах. Итак, ну давайте посмотрим, к чему это приведет. Это проблемы с документами, проблемы с врагами, да, вот тоже, которые еще не уйдут из вашего будущего. Здесь люди есть, которые вам того и гляди хотят вас ужалить, того и гляди, которые хотят вам подставить какую-то, ну, как бы на вас напустить какую-то негативную энергетику. Это может быть связано и с финансами, и с документами какими-то, да, вот такой момент здесь есть. Он присутствует, он пока не уйдет из вашей жизни. Да, будут здесь небольшие какие-то, ну, я не могу, да, небольшие, все-таки по карте Клевер, небольшие перемены, связанные с удачным каким-то, может быть, письмом, информацией, может быть, немного денег, но в целом вот здесь еще по второму кругу, здесь еще не до конца ушли плохие люди из вашей жизни, негативщики какие-то, и финансовые проблемы еще не до конца уйдут. Давайте посмотрим дальше.
Здесь карты говорят тоже, опять-таки, о письмах, да, вот очень много писем, каких-то документов, которые где-то вас выбивают из колеи. Здесь может быть и по работе, и просто какие-то известия. Вот здесь вот негативная энергетика у карты ребенка, то есть, да, что-то может быть не столь сильно неприятное, оно может прийти. Но письмо само в нормальной энергетике. Ну, вы уже, может быть, сами чего-то боитесь, да, у вас есть определенные страхи по поводу того, что вас что-то огорчит в вашей жизни. Ну и что в итоге посмотрим, это вы, да, вам могут прийти какие-то известия, и опять карты говорят, что энергетика еще вот этого негатива, она есть. Вам придется где-то что-то, ну, хлопотать. Но тем не менее, вы отвернулись от карты вот этих вот острых каких-то моментов вашей жизни, и это хорошо, потому что вы уже не принимаете так серьезно вот этот негатив, который происходит сейчас в вашей жизни, допустим, да, вы не принимаете его близко к сердцу. Ну, давайте посмотрим, что нам расскажут карты Таро. То есть, к чему вот эта ситуация, да, вот эта ситуация, вот эти уроки, к чему эти события в вашей судьбе. Это карта семейности и финансов семьи, конфликтов с финансовыми делами, да, с родственными связями здесь идет. И, возможно, вам нужно здесь разобраться в своих связях, разобраться в том, правильно ли вы распоряжаетесь в своей семье финансовыми ресурсами, да, вот этот момент здесь есть. В принципе, карта неплохая. Вот здесь карты говорят о воздержании, то есть, может быть, где-то вам нужно в своей семье немножко, ну, как бы меньше тратить, да, может быть, экономней быть, распоряжаться с таким не чувствами, а больше холодным рассудком, холодным разумом, да, вот так вот идет. Может быть, для этого нужны вот эти вот уроки в вашей жизни. И хорошая карта выходит, она говорит о творчестве. Вам нужно сейчас где-то вашу энергию подлатать, да, где вот она у вас как бы утекла на какие-то негативные события в вашей жизни, вам нужно ее обратно восстановить вашу энергию. И это можно посредством творчества сделать, посредством поиска каких-то ресурсов не только в вашем городе, но и в дальних горизонтах также. Здесь карты говорят у некоторых, что, может быть, кто-то задумывается о переезде, да, об отъезде куда-то, задумывается о других горизонтах. Уже что-то также это может говорить о том, что-то у вас есть определенный опыт, который за вашими плечами, но вы, может быть, пойдете в каком-то другом направлении, вы будете видеть перспективы в другом направлении, да, не в том, что вы, например, ну вот, на что вы тратили свою энергию, которая давала вам только негатив. Ну, еще одну карту возьму. И карта событий, которые идут из прошлого, которые в вашем прошлом. Вам нужно где-то заглянуть в свое прошлое и вспомнить, в чем вы были счастливы, с чем вы были, с какими, что в судьбе вам давало радость и покой. Вам нужно вспомнить своего ребенка, да? Вам нужно обратиться к нему, внутреннему ребенку, и спросить, что ему нравилось. И в этом направлении, скорее всего, вам нужно идти. Вам нужно вспомнить счастливые события вашего прошлого.
Они помогут вам восстановиться и пойти в новых направлениях. А вот эта негативная энергетика, которая присутствует пока в вашей жизни, она обязательно уйдет, как только вы шагнете в нужное для вашей радости направление. Да? Вот такой вот момент. Давайте посмотрим следующий. Я немножко подвину карты, я не хочу как бы их убирать. Немножко тут так получилось. Карта очень интересная, и она говорит о событиях в дальних горизонтах, о событиях, которые, возможно, происходят где-то на расстоянии. Эта карта также может указывать о поездках, о перемещениях. Может, кто-то хочет уехать в какие-то дальние горизонты. Но мы сейчас дальше посмотрим на расшифровку на этой колоде. Что они нам расскажут, карты? Здесь выбор направления идет, связанный с домом. У некоторых здесь нужно будет выбирать новый дом, новую родину, новые какие-то горизонты. Да? Вот здесь нужно принимать будет решение. И это решение делается очень тяжело, потому что дом сам в негативной окраске идет. Сейчас у некоторых есть такие моменты, что они думают о том, как бы выбрать правильную дорогу, правильно ли они идут, нужно ли идти в какие-то дальние горизонты, не надо ли идти в дальние горизонты. И здесь есть вот с этим проблема. Также может говориться и о любимом человеке, который находится где-то в дальних горизонтах, который, и вы думаете, нужно ли с ним быть или не нужно. Да? Вот такой момент. Нужно делать выбор. И замерзшее дерево говорит, если у мужчины, который находится далеко от вас, о замерзшем дереве. Это замерзшее дерево связано в этой энергетике, может показывать не только на то, что у вас отдаление с человеком, но и влияние на ваше здоровье. Да? То есть вот это вот ситуация, когда меняется дом родной, когда нужно принимать какое-то решение, или с любимым человеком нужно принимать какое-то решение, оно может влиять на ваше здоровье в негативном ракурсе. Да. Здесь как бы могут проявляться то, что ваш друг не тот друг, который, ну, как бы, которому можно доверять. Обратите внимание на этот момент. И вот этот негатив, который вас в данный момент, скорее всего, беспокоит в вашей жизни. Да? Мы смотрим события вашей судьбы, которые сейчас происходят в вашей жизни. И давайте дальше посмотрим. Отношения, которые развалились. Это отношения могли развалиться не только связанные с какими-то, ну, как бы рабочими отношениями, близкими отношениями. Вот с работой, может быть, также связано. Но карта мыши говорит о том, что вот, может быть, кого-то обворовали в отношениях, да, тоже такой момент может быть, что, в принципе, то, что вот ушло вот это негативное из вашей жизни, оно, в принципе, так и должно было случиться. И если кто-то кого-то, ну, как бы забрал, то так оно и должно было случиться. И это вы еще, скорее всего, даже хорошо отделались. Да? Вот такой вот здесь момент может быть. Какая-то лиса здесь проявила свои моменты и, видите, забрала, может быть, вашего друга.
Здесь также говорится о том, что если это касается работы, то там были на работе тоже какие-то манипуляторы в вашей жизни. И очень хорошо, что они ушли из вашей жизни. И даже если где-то еще задержались, они уйдут из вашей жизни, и у вас появится помощник. У вас появится помощник, которому вы сможете доверять. Это может появиться и какой-то новый мужчина. И может быть примирение с вашим человеком, да. То есть здесь вот такой момент. Еще посмотрю я, что еще, да. Здесь о мужчине может быть речь, которая... И видите, и хорошо, что мужчина какой-то ушел из вашей жизни, отдалился от вас, уехал, да. Здесь энергетика очень хорошая, то есть вы вымела судьба из вашей жизни какого-то мужчину негативного или с проблемами какими-то, да. Так интересно, но карты говорят о том, что вас судьба отгородила от каких-то плохих перемен в вашей жизни, избавив от ненужных людей в вашей жизни. Мужчина любой может быть как по работе, так и в личном, да, то есть вот такой вот момент. И здесь вот как бы что-то, оно от вас, судьба от вас отвела, и вам дается новый путь, путь по судьбе. Это очень хорошая энергетика, она показывает на то, что вы вступаете на дорогу счастья, на дорогу, которая будет освещена звездами, а также исполнение какого-то желания или какой-то мечты. Но вот по поводу путешествия куда-то, да, я могу сказать, что, может быть, вам пока не нужно куда-то переезжать, еще не время. Все-таки карта в негативной окраске. И для чего вам это все дано, к чему вас судьба приведет, давайте посмотрим по вот этим событиям. Хорошая карта, карта императрицы, она говорит о том, что вам улыбнется Венера, сама Венера улыбнется. Вы, возможно, будете такой женщиной, у которой все получается и все, она довольна своей жизнью. Да, здесь может также помочь какая-то женщина вам, вот по этой карте, и даже финансово. То есть со стороны какой-то женщины могут прийти финансы, или просто она поможет вам в плане денег. Здесь карта говорит о том, что, может, вы станете такой императрицей, которая будет способна помочь еще каким-то другим людям. Но даже если вы такая женщина, которая кому-то помогает, и, возможно, вот то, что вот здесь вот вы прошли для того, чтобы вы все-таки не разбрасывали себя на ненужных людей в вашей жизни, оценили и где-то оберегали то, что ваши ценности, то, что вы имеете, да, не тратились направо-налево. Вот здесь так может проиграться. И еще одну карту возьму. Она, конечно, показывает на то, что в итоге вы победите, да, то есть в итоге вы провернете какую-то операцию, в итоге у вас в вашем задуманном деле все получится. Вот что вы не задумали, у вас это получится. Вот я так вот вам скажу, да? А все остальное останется позади. Все, кто хотел вас обхитрить, кто с вами манипулировал, они все остаются позади, а вы идете в новую жизнь, вы освобождаетесь от тех людей, которые мешали вашей жизни и препятствовали, которые несли негативную энергетику в вашу жизнь. Ну и давайте посмотрим еще одну карту, которая нам расскажет, и я, наверное, вот здесь немножко все-таки эти карты соберу, но я их не буду
сейчас убирать, просто соберу, чтобы вот они так вот не мешались. Да, и я хочу посмотреть итог. Что вообще в итоге ваша судьба, к чему вас приведет? Что карты вот хотят сказать из-за тех событий, которые вы проходите сейчас в вашей жизни, к чему в итоге вас приведет судьба? Смотрите, замечательная карта. У некоторых это, конечно же, замужество, у некоторых это говорит о романтических отношениях с каким-то мужчиной, да, может быть, с новым. Но посмотрим сейчас, что нам карты расскажут по вот этому поводу, какой замечательный итог, да? Ну-ка посмотрим. Мужчина идет в вашу жизнь, может быть, который разведенный, да, который вылетел из какого-то гнезда. Мужчина может быть, ну, может быть, да, у которого были тяжелые отношения, у него тяжелые отношения были. Может быть, здесь влияние материнское есть, или каких-то женщин с материнской стороны. У него были тяжелые отношения. Еще пока вот это влияние на нем будет отражаться. Но мужчина хороший, он в хорошей энергетике идет в вашу жизнь. Здесь могут проигрываться не только внутрисемейные дела. Здесь могут проигрываться и события, где у него много врагов. И в отношениях, и в работе могут быть, и он хочет освободиться где-то от этого, да. Человек предприимчивый, человек, который ищет любовь, который имеет хорошее, ну, как сказать, доброе сердце, да, который любит животных, который красив собой. Он умеет налаживать мосты своим голосом. У него будет хороший голос, который будет усмирять любые конфликты. Вот если будет какой-то конфликт, он сможет договориться. Вот такой мужчина здесь в вашем будущем придет к вам, да? Умный. Он умный. Но может даже у некоторых быть какой-то мужчина из прошлого, потому что здесь замерзший сад, где страсть между вами, может быть, где-то была прервана, а он придет для обновления этой страсти. Ну или новые для обновления, да, вот сказала, и карта выходит для обновления. Смотрите, какие замечательные карты. Приплывет, приедет, может из дальних горизонтов быть этот мужчина, да. Здесь трансформация. То, что у вас где-то нет сейчас ночных отношений или проблемы в ночных отношениях, все будет меняться. Будет меняться и будет обновляться ваша жизнь. Здесь очень хорошие карты выходят. Но давайте спросим у Таро. Так ли это, по мнению Таро, все будет хорошо складываться в отношениях с этим мужчиной, который вам по судьбе, который придет за ваши испытания, за ваши страдания. По справедливости мужчина идет. И идет для радости, для счастья, для любви, да, как вы видите, карта Солнца и карта девятки чаш. Для того, чтобы вы были удовлетворены любовью, для того, чтобы вы радовались жизнью. И еще и колесо фортуны. Ну, этот расклад просто, я не знаю, очень замечательный, на мой взгляд, да. Пишите, и если вы хотите,
чтобы у вас это все проигралось. Пошлите, можете в комментариях, посыл Вселенную, да будет так, да будет так, судьба поворачивается в мою сторону. Вот такой расклад. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.